Мы продолжаем цикл рецептов, в котором я буду оживлять забытые кулинарные шедевры из редких книг конца XIX века. Сегодня необыкновенная рыбная запеканка, которую мы адаптируем под ритм современной жизни. С помощью аэрогриля мы сократим время приготовления в 2 раза, сохранив тот самый аутентичный вкус. Буквально за полчаса мы приготовим вкусный, сочный и сытный ужин. В видео и описании вы найдете оригинальный текст рецепта, а также адаптированный вариант с точными дозировками на современный лад, мой. Подготовленное филе рыбы поперчите и посолите. Дайте специям немного раскрыть вкус рыбы, пока мы подготовим основу нашего блюда. Отваренный картофель нарежьте небольшими дольками. Формы обмажьте подсолнечным маслом и выложите в них картофель. Сверху также слегка смажьте его маслом и подсолите. Отправляем в печь на 10 минут. Используйте режим запекания при температуре 180 градусов Цельсия. В оригинальном рецепте 19 века картофель не предлагали предварительно обжаривать. Но мой секрет адаптации – это 10-минутная подготовка. Так блюдо получится еще вкуснее. К приготовленному картофелю по желанию добавьте еще немного перца. Сверху положите рыбное филе и обязательно смажьте рыбу растительным маслом. Снова отправляем в печь и запекаем при той же температуре 12 минут. Пока запекается рыба, подготовим следующий элемент – молочную заливку. Смешайте миксером 250 грамм молока, 3 яйца и 40 грамм размягченного сливочного масла. Добавьте туда примерно по 1/3 чайной ложки соли и черного перца. Спустя 12 минут посыпьте картофель и рыбу зеленью и залейте нашей молочной яичной смесью. Запекайте финальные 7-8 минут до появления аппетитной золотистой корочки. Все приготовилось. Посмотрите, какая сочная запеканка у нас получилась. Умели же раньше вкусно и сытно готовить? Пишите в комментариях, какие рецепты тех лет вам было бы интересно увидеть в этом цикле. Поставьте лайк, если рецепт вам понравился, и подписывайтесь, кто впервые на канале, чтобы не пропустить новые страницы нашей кулинарной истории. Приятного аппетита и до встречи в следующем выпуске.